Привет, мои дорогие любители и ценители красивого, богатого английского. Сейчас мы с вами в этом небольшом уроке прочтем, проанализируем, переведем и выпишем некоторые интересные классные фразы из знаменитого сочинения Ральфа Уолдо Эмерсона, который называется, так и называется сборник «Эссе». Первая серия. Как бы у него несколько серий, несколько сборников этих эссе. Вот я открыл первый. И буквально первое эссе, которое называется «История», History, мы сейчас с вами прочтем вот два абзацика. Вот этот и следующий. Здесь перл на перле, как говорится. И поэтому я просто хочу, чтобы вы почувствовали, что такое, во-первых, великая философская мысль. Хотя, может быть, я не знаю, нужно вам это или нет, но в данном случае сочетается красота языка с философией. Эмерсон, один из величайших философских умов человечества, является родоначальником направления трансцендентализма. В общем, без всяких этих ругательств хочу вам сказать, что это один из умнейших людей, которые известны человечеству. Его философия познания себя, доверие своему разуму, своему интеллекту, отрицание всяких социальных институтов и так далее. Это, конечно, очень интересно. Окей. Сейчас мы вместе прочтем. Значит, читаем. Я читаю так не спеша. И вы вместе со мной. Вы начинаете чувствовать этот стиль. Конечно, в двух абзациках все шедевры Эмерсона, тут эти фразы не впихнешь. Но ничего. Мы хотя бы почувствуем немножечко, что такое Эмерсон. Потом переведем и выпишем красивые фразы. И вы обогатите свой английский красивейшими фразами. Ну что, поехали. There is one mind common to all individual men. Every man is an inlet to the same and to all of the same. He that is once admitted to the right of reason is made a free man of the whole estate. What Plato has thought, he may think. What a saint has felt, he may feel. What at any time has befallen any man, he can understand. Who hath access to this universal mind is a party to all that is or can be done, for this is the only and sovereign agent. Of the works of this mind, history is the record. Its genius is illustrated by the entire series of days. Man is explicable by nothing less than all his history. Without hurry, without rest, the human spirit goes forth from the beginning to embody every faculty, every thought, every emotion which belongs to it, in appropriate events. But the thought is always prior to the fact. All the facts of history pre-exist in the mind as laws. Each law, in turn, is made by circumstances predominant, and the limits of nature give power to but one at a time. A man is the whole encyclopedia of facts. The creation of 1,000 forests is in one acorn, and Egypt, Greece, Rome, Gaul, Britain, America lie folded already in the first man. Epoch after epoch, camp, kingdom, empire, republic, democracy are merely the application of his manifold spirit to the manifold world. Окей. Ну вот. Дальше там интереснее идет еще. Ну ладно. Мы много с вами не можем брать, потому что нам же нужно его проанализировать и перевести и выписать фразы, и, соответственно, будет слишком много. Ну что, если у вас уровень английского позволяет, то я думаю, вы почувствовали глубину мысли этого человека. Даже сейчас большинство людей даже не подозревают, как бы не задумываются о том, а не стоит ли задуматься о том, что он говорит. Вот. А это он писал 150 лет назад. Ну, опять-таки, он писал, а он зачитывался, в свою очередь, Аристотелем, Платоном. То есть, в принципе, срабатывает, что нет ничего нового под солнцем. Мудрейшие люди были и 100 лет назад, и 1000, и 2000. Принципиально, я так понимаю, в понимании мира у человечества за последние 2-3 тысячи лет особо не поменялось. У продвинутых. Окей. Ну что, теперь давайте вместе переводим. Старайтесь тоже вместе со мной глазами охватывать
Ну, тут, вот видите, оно выделяет не по строчке, а сразу по две, то есть неудобно, но ничего. Старайтесь ухватывать, как мы всегда переводим. Вы выхватываете глазами 3-4 хотя бы словца. Ни в коем случае не одно. По одному слову переводят детки в первом классе школы, да, то есть они видят mind и сразу же его переводят. Но нам ведь нужно же, естественно, увидеть, что у нас вот здесь, вокруг этого mind. Потому что серьезный английский, уже высокого уровня, так не переведешь его по слову. Поэтому 3-4 хотя бы словца, а лучше 8-10. И тогда вы потихонечку логическими такими главными словами, ключевыми, вы находите их и переводите. Окей. There is one mind common to all individual men. Да, маленькое еще замечание. Я перевожу очень примитивно и просто, потому что когда я погружаюсь в этот английский, у меня реально русский язык отлетает. Это, я думаю, нормально, потому что я всю жизнь учу английский, и, соответственно, как я учу английский, я еще не выучил, русский я уже забыл. И нам главное с вами не переводить красиво на русский язык. Нам сейчас красивый русский, но абсолютно не надо. Главное, чтобы вы чувствовали, понимали слово. Если вы долго находитесь в английском уже годами, имеете с ним дело по-серьезному, то, я думаю, вам знаком такой феномен, что некоторые слова, я вообще не знаю, как они на русский переводятся, но я их знаю. То есть я могу даже их употреблять. Но на русский, как их перевести, я буду полчаса сидеть мучиться, я нормально не переведу, потому что они не совпадают по прямому значению, не совпадают с русскими. И это нормально. Не старайтесь переводить слово в слово, как попугаи. Оно никому не нужно. Если вы овладеваете английским, то старайтесь... Это самое классное, я считаю, это вершина, когда вы знаете слово, понимаете, вы можете употреблять английское, но толком не знаете, как его перевести на русский. И это вас не особо и волнует. Окей. There is one mind common to all individual men. Существует один разум, общий для всех, для каждого индивидуального, для всех индивидуальных людей. Один общий разум, который общ для всех индивидуальных людей. One mind common to all individual men. Every man is an inlet to the same and to all of the same. Каждый человек это inlet. Такое слово, когда из моря или океана впадает такая заводь в сушу, как бы, да, на сушу, какой-то ввод, какое-то впадание чего-то. То есть каждый человек это вход в то же самое и к тому же из этого самого. Здесь, конечно, очень философская фраза, и дело не в английском, не будем ее слишком глубоко копать. Вы можете посидеть, поразмыслить, как вы понимаете эту фразу. Every man is an inlet to the same and to all of the same. Бывают такие фразы, такого концентрация философской мысли, ты можешь сидеть 5-10 минут и пытаться вот принять ее, да, и тебе все хочется еще. Ты не ну как не понимаешь, ты каждую минуту понимаешь ее по-новому. He that is once admitted to the right of reason is made a free man of the whole estate. Вот красивейшая фраза. Тот, как бы он, ну тот, который однажды допущен к праву разума, мышления, делается свободным гражданином целого государства. Окей. He that is once admitted to the right of reason. Давайте возьмем. Оно нам сейчас тут скопирует не так, как надо. Ладно. Мы его дополним сами. He that is once admitted. Так, а что это у нас такое? He that is once admitted to the right of reason. Тот, который однажды как бы допущен к праву рассудка, мышления, разума. Reason. Многозначное слово. То есть, перефразируя, это человек, которому однажды дается право, ну, который познает, что такое мыслить, он становится гражданином совершенно другого государства. Is made a freeman of the whole estate. Давайте это возьмем. Is made a freeman of the whole estate. Freeman, свободный гражданин, который имеет свои права по всему государству. Estate в данном случае, ну, это может быть и поместье, это может быть тут и государство, это может быть и город. В общем, нам это не принципиально. Он делается гражданином целого, скажем, вот этого государства. Так, читаем дальше.
What Plato has thought, he may think. То, что думал, то, что Платон думал, он может думать. Имеется в виду может, как имеет право. То есть, если человеку открывается настоящее мышление, настоящий разум, он может думать то, что думал как бы Платон. Видите, он причастен, становится к мыслям Платона. What a saint has felt, he may feel. Что святой какой-то почувствовал, он тоже может чувствовать. What at any time has befallen any man, что в любое время, когда-либо случалось с каким-либо человеком, he can understand, он может понять. Имеется в виду, если допускается человек до вот этого высшего разума, причастности к этому разуму, он знает и понимает на самом деле все. Так называемый, как некоторые философы называют, голографический эффект Вселенной. Так, ладно, чтобы я вас не утомлял философией, давайте возьмем. What at any time has befallen any man. Befall, befell, befallen. Случаться, как happen. Только более старое слово, но очень красивое. What at any time has befallen any man. Befallen any man. He can understand. Who hath access to this universal mind is a party to all that is or can be done. Тот, кто имеет, это устаревший вариант has. Не будем надолго заморачиваться, просто устаревший вариант. Вот писалось have. Конечно, вы если пишете или говорите на английском сейчас, на тестах и так далее, то не употребляйте его, потому что оно уже устаревшее. Это запомните, hath это has. Who hath access, тот, кто имеет доступ к этому универсальному разуму, становится частью, как бы соучастником, неотъемлемой частью всего, что есть или что могло бы быть сделано. For this is the only and sovereign agent, так как это есть единственный и суверенный агент. Агент имеется в виду универсальный разум. Окей. Это очень интересно, когда ты читаешь философские сочинения на английском, да, пытаться вот здесь реально вы познаете английский такого уровня, что слова-то в принципе сами по себе не страшные. Но чтобы понять то, что тут пишется, нужно поразмыслить. Это очень круто помогает вам для всяких тестов, потому что тесты более серьезного уровня, типа GRE, GMAT и так далее, есть и другие там всякие, то там нужно вам реально за короткое время понимать то, что впечатано там в пару предложений, но так закручено, что если ты устал или приболел, то ты и за 5 минут не поймешь то, что тебе нужно понять за 30 секунд. Вот, поэтому английский вот такого уровня, философский, он очень тренирует ваш разум именно на понимание того, что спрятано за английскими строчками. Что есть очень прикольно. По сравнению с вот этим, вот, если вы приучитесь понимать это, то всякие TOEFL, IELTS вам будут детским садом казаться читать, потому что там никаких глубоких мыслей не спрятано, там идут факты. А здесь мысли. Who hath access to this universal mind is a party to all, for this is the only and sovereign agent. Давайте возьмем. Агент имеется в виду некий агент действия. Единственное, то, что действует. Некая сила. Sovereign, суверен, суверенный. Only, здесь единственный. For this is the only and sovereign agent. Единственный и суверенный агент. То есть единственная действующая сила. Этот универсальный разум во Вселенной. Of the works of this mind, history is the record. Как бы давайте заду наперед. История есть записью работ этого разума. Ну, понятно вроде, да, ничего тут сложного. Its genius is illustrated by the entire series of days. Его, этого разума, гений иллюстрируется всей как бы серией дней истории. Its genius is illustrated by the entire series of days. Давайте возьмем. Its genius is illustrated by the entire series of days. Ну, если вы вдруг забыли, entire, весь, целый. Series, серия, набор. Genius, гений, illustrated, в принципе. Its genius is illustrated by the entire series of days. Man is explicable by, или explicable, два варианта, по-моему, by nothing less than all his history. Человек объясним, то есть объясняется, может быть объяснен, истолкован ничем меньшим, чем всей его историей. Берем.
То есть понять человека можно только через всю историю человечества. Man is explicable, объяснимый, by nothing less than all his history. Nothing less than all his history. Explicable, объяснимый. Without hurry, without rest, the human spirit goes forth from the beginning to embody. Так, без спешки, без отдыха, человеческий дух как бы идет, шагает от начала, самого начала мира, to embody every faculty, чтобы воплотить каждую способность, каждую мысль, каждую эмоцию, которая принадлежит ему, этому духу, in appropriate events, в подходящих, надлежащих событиях. Так. Что мы можем отсюда красиво вычленить? Ну да, давайте по частям. To embody every faculty, every thought, every emotion which belongs to it. Ну давайте вот так сократим немножко. Смотрите. To embody, воплотить, персонифицировать, воплотить каждую способность, faculty, каждую мысль, каждую эмоцию. To embody every faculty, every thought, every emotion which belongs to it in appropriate events. В таких надлежащих событиях, в соответствующих событиях. Давайте возьмем appropriate. In appropriate. Appropriate. Надлежащий, подходящий, соответственный. Appropriate events. Соответствующие события. Appropriate. But the thought is always prior to the fact. Но мысль есть всегда первична по отношению к факту. Prior – первичный. Мысль всегда первична по отношению к факту. То есть идет перед фактом. All the facts of history pre-exist. Здесь опечаточка, здесь двух точечек не должно быть. All the facts of history pre-exist in the mind as laws. Все законы истории предсуществуют, изначально существуют в разуме как законы. Так. The thought is always prior to the fact. Мысль всегда первична по отношению к факту. Prior – первичный. Всегда первична по отношению к факту. То есть перед любым действием человека, перед любым явлением идет какая-то мысль. All the facts of history pre-exist in the mind as laws. Предшествуют, предсуществуют в разуме как законы. Each law in turn is made by circumstances predominant. Каждый закон, в свою очередь, делается обстоятельствами доминантным. То есть каждому закону, в свою очередь, обстоятельства отдают доминирующую роль. Окей. Each law in turn is made by circumstances predominant. Доминирующий. Ну, тут легко понять, да, доминант, predominant, преддоминирующий, в общем, доминирующий. Circumstances, обстоятельства. Цирка вокруг, с латинского, значит то, что вокруг обволакивает, окружает. Здесь обстоятельства, то, что обстоит вокруг тебя. Circumstances, predominant. In turn, в свою очередь. Each law, in turn, is made by circumstances predominant. Повторяйте несколько раз. Is made by circumstances predominant. Нужно повторить несколько раз, причем получая кайф от этого. Почувствовать красоту этой фразы. Тогда вполне возможно она станет вашей. Что есть очень хорошо для вашего английского. And the limits of nature give power to but one at a time. И границы природы дают силу, дают власть только одному закону за один раз. The limits of nature give power to but one at a time. A man is the whole encyclopedia of facts. Человек – это целая энциклопедия фактов. Энциклопедия, здесь видите старый вариант написания буковок А, и И. То есть сейчас энциклопедия вы будете писать. Да, вот эта буковка, это бабочка, как значок. Транскрипция, она уже так не пишется. Да, когда-то писалась. Encyclopedia of facts.
Так, ну это несложно. The creation of 1000 forests is in one acorn. Создание 1000 лесов заключается в одном единственном желуде, в каждом желуде. Давайте возьмем красивая фраза. То есть Вселенная отображается в каждом объекте всей своей предысторией. The creation of 1000 forests is in one acorn. Ну, acorn – желудь, просто термин, ничего тут такого. Creation of 1000 forests is in one acorn. Acorn – желудь. Создание 1000 лесов заключается в каждом желуде. And Egypt, Greece, Rome, Gaul, Britain, America. И вот эти все страны, Египет, Греция, Рим, я не помню, как правильно это Галиция называется, Британия, Америка, lie folded already, лежат, как бы находятся свернутые уже в первом человеке. Смотрите, какая глубина мысли, как бы, да, и широта. Все страны, которые существовали когда-либо, уже лежат как бы свернутыми, заключаются в первом человеке, в первобытном. То есть для Вселенной понятие время относительно, и поэтому в первого человека уже заложены знания всех стран, которые вообще когда-либо были. Lie folded already in the first man. Ну, давайте возьмем вот это. Lie folded already in the first man. Лежат, находятся, folded, свернутые, fold, сворачивать, уже в первом человеке. Значит, в первом пятикантропе. Epoch after epoch. Эпоха за эпохой. Лагерь какой-то, то есть племя, типа царство, империя, республика, демократия являются всего-навсего приложением этого многостороннего, многоаспектного духа к многоаспектному миру. Красиво. Are merely the application of this manifold spirit to the manifold world. Являются просто, только, merely, application, применением, приложением, сейчас популярно, да, apps, applications, компьютерные приложения, являются приложением этого manifold, многоаспектного, manifold spirit, духа, скорее всего, здесь имеется в виду от универсального разума, spirit, дух, к многоаспектному миру. Окей, друзья, смотрите. Какой можно вывод нам для себя сделать? Если вам не нравится философия, да? Ой, где мы тут? Вот. То вы скажете, зачем ты такой вот это вот, ну, вообще снимаешь, да? Мне философия нравится. И так как канал мой, то я уверен, что кому-то еще это тоже понравится, кроме меня. Во-вторых, английский здесь, как я вам еще раз повторяю, очень высокого уровня. Несмотря на то, что огромных длинных слов тут немного, но чтобы понять то, что говорится, нужно реально подумать. Это, во-первых, обогатит ваш английский, заставит вас подумать, а также поднимет на новый уровень ваши навыки чтения для любых тестов английского. То есть уровень здесь такой, что хватит вам для любого теста, какое бы человечество ни создало на сегодняшний день. И у нас есть теперь красивейшие фразочки, которые вы, если несколько раз их прочитаете, вспомните, что они означают, несколько раз, сегодня, завтра, послезавтра, то вы реально обогатите свой английский. И к тому же мы прикоснулись к философии великого Ральфа Уолдо Эмерсона, одного из самых великих философских умов человечества. Окей, друзья, я желаю вам красивого английского, вот такого даже, не просто разговорного, how do you do, hello и так далее, как исповедуется это в всяких там, я не знаю, молодежных сериалах и так далее. Такое тоже надо, безусловно, потому что ежедневно английский, он состоит из таких, в основном, общения из простых фраз и так далее. Но ведь такой же вот красивый философский тоже нужно, как противовес вот тому примитивизму, должен быть какой-то противовес, антагонист. Вот это вот для тех, кто хочет немножко большего, чем просто вача и так далее. Окей, друзья, я вас люблю, красивого вам английского и встретимся в следующих видео.